Добрый день, дорогие джависты. Сегодня я хотел бы с вами поделиться довольно-таки интересной технологией, которая вам, в принципе, всегда пригодится. Это использование сервлетов. Для чего я это вам показываю? Для того, чтобы вы понимали, насколько удобен Spring. И, как вы помните из прошлых видео, мы использовали различные методики сохранения данных в базу данных, которая была реализована с помощью контейнера, докер-контейнера, в котором у нас была установлена MySQL база данных. И чтобы автоматизировать этот процесс и не вбивать вручную, мы же не будем всегда работать в консоли, как до этого, да? Нам нужно сделать сайт веб-приложения. Мы сделаем это на примере сначала Maven архетипа в IntelliJ IDEA, посмотрим, насколько это геморройно, и потом мы сделаем это в Spring и уже насладимся легкостью, функциональностью этого фреймворка. Итак, приступим. Что нам нужно? Web-app проект. Нам нужно построить сервлет. И нам нужно для IntelliJ IDEA Community Edition установить плагин Smart Tomcat. Итак, приступим. Давайте сначала создадим проект. Назовем его Servlets Tests. Выберем архетип WebApp. Мы до этого тоже выбирали архетип WebApp, поэтому мы сначала просто посмотрим, как установить этот плагин, а в следующем видео мы уже потихоньку будем наше приложение преобразовывать из консольного в веб-приложение. И нажимаем кнопку Create. Ну что у нас тут есть? У нас тут пока что ничего вообще нету. Ничего нету. Создается папочка Source. Отлично. И в ней у нас папочка WebApp, WebInf, и здесь у нас WebXML, в котором в принципе ничего нету. Нам нужно три вещи сделать. Это поставить зависимость для сервлетов, написать сервлет и прописать его, так сказать, роутинг. Давайте начнем сначала с зависимости. Нам нужна зависимость Jakarta Servlets. Заходим в Maven Repository. Можно прямо прописать Jakarta Servlets. Так, вот нам нужна Jakarta Servlet API. Здесь смотрим, какая версия используется чаще всего. Допустим, 6-я. Возьмем ее. Никаких у нас тут уязвимостей нету. Обычно тут красным тогда показывается. Берем, копируем. И вставляем в Dependencies. Так, Jakarta Servlet API. Обновляем Maven проект. Так, у нас уже библиотека подгрузилась сюда. После того, как мы установили зависимость, давайте создадим сервлет. Переходим, значит, в main. Создаем папочку Java. Вот он нам уже ее предлагает. Сделаем, как в нормальной приложухе, соответственные пэкэджи. Допустим, org. Напишем game. И здесь мы сделаем, допустим, папочку servlets. Вот такой мэппинг у нас будет. И в папочке servlets мы создадим servlet класс. Servlet. И назовем его main servlet. Так. Он у нас должен экстендить HTTP servlets из зависимости, которую мы только что добавили. Пожалуйста. Здесь мы сделаем аннотацию web servlet, нам уже подсказывает Jakarta. И сделаем путь к нему. Ну, пропишем путь как game. Путь можно прописывать либо здесь, либо в WebXML, в сервлет мэппинге. Сервлет, он обычно имеет различные методы, такие как doGet, doPost. Нам нужен пока что метод doGet. Так что давайте запишем его. Protected void doGet. Что он нас принимает? Он нас принимает request и response. HTTP request и HTTP servlet response. Он бросает у нас, кстати, exception. Servlet exception и, по-моему, еще IO exception. Так, мы это записали. Мы берем тогда наш response пока что. И делаем content type на text plain. Потом мы берем response и у него вызываем метод getWriter.
Не, response. Get right. Пишем right. И, соответственно, то, что мы хотим отобразить у нас пока что для проверочки в консоли. Ну, допустим, hey, this is a text from servlet. Так, значит, сервлет у нас минимальный готов. Давайте запишем теперь конфигурацию. Как я уже говорил, состоит из двух частей. Это servlet и servlet mapping. Значит, сервлетами прописываем имя, main servlet, и servlet класс. И показываем, где он находится. То есть, org. Он нам уже подсказывает game, servlets. И пишем, что это такое. Main servlet. Так, это что касается описания сервлета. Теперь нам нужно добавить servlet mapping. То есть, опять же пишем, окей, вот у нас есть класс main servlet. И какой у него должен быть мэппинг. Так как мы уже мэппинг прописали здесь, вот он мэппинг, можем его не прописывать. Можем либо здесь, либо тут. Так как мы уже прописали, то просто делаем такой слэш. Если вы пропишете и там, и тут, у вас будет ошибка, конфликт. Но вам это самое в логах выдаст, что у вас конфликт имен, то есть мэппинга. Все, на этом у нас, в принципе, конфигурация закончена. Теперь самое главное, нам нужно запустить. Да, как это запускается? Так как у нас POM является var архивом, нам бы неплохо бы еще установить на всякий случай компайла плагин. У меня он уже подготовлен. Вы можете поставить на паузу, посмотреть. Это Apache Main Plugins. Версия 3.8.1 возьмем. Вот. И здесь нужно прописать обязательно вашу версию Java. У меня она 21. Давайте проверим. Java минус version. Да, у меня 21 Java. Теперь нам нужно сделать package. Делаем maven clean на всякий случай. Но у нас нету папки target, так что в принципе нечего клинить. Но если у вас уже не первый заход, то лучше проклинить. Maven package. Так, он нам собирает наш var архив. Появляется здесь папочка target. Здесь у нас сервлится var архив. Этот сервер, этот var архив деплоится на Tomcat сервер. И тогда в браузере по определенному адресу мы можем посмотреть вот этот вот ответик. Да? То есть он у нас применяет request и посылает его на наш браузер. Давайте установим Tomcat. Значит, нам нужно зайти в плагины, то есть в установки Settings, Plugins. Здесь мы пишем Smart Tomcat. Вот он у меня уже установлен. Вы загружаете, останавливаете. Окей. После этого нам нужно загрузить Tomcat сервер. Tomcat. Apache Tomcat.org. Заходим сюда. Здесь у нас есть различные, соответственно, версии Tomcat. Эти версии, они совместимы с различными версиями Java. И, допустим, для Java 21, ну, после Java 17, по-моему, если я не ошибаюсь, или даже после 11 версии, нам нужно брать Tomcat версии 10.1. Can found here. Which version? Переходим сюда. Вот, Servlet Specification, да? Допустим, 6.0. Смотрим у нас. Переходим в POM 6.0. Мы скачали Servlet API 6.0. Отлично, это уже хорошо. Apache Tomcat version тогда 10.1. И Java, соответственно, 11 позже. Отлично, мы берем вот это. Итак, переходим на Tomcat. Выбираем подходящую вам. Я возьму универсальную с инсталлером 3264 бита. Скачиваю. Она у меня уже была скачана. Ну и сразу запускаю. Так, запускаем. I agree. Окей. Здесь вот очень было бы неплохо прописать что-нибудь. User, допустим, админ стандартный, да, и паспорт тоже админ, либо то, что вам нравится. Ну и стандартный порт 8080, я бы его оставил. Так. Он устанавливает мне в папочку GDK. Отлично, устанавливаем.
Show readme не хотим. Run Apache Tomcat пока что, наверное, не будем. Заканчиваем. Так, теперь нам нужно сконфигурировать Tomcat с EDLG ID. Для этого мы идем в Run и в Edit Configurations. В Edit Configurations мы нажимаем на плюсик и выбираем наш Smart Tomcat. Здесь у нас можете поменять имя, у меня остается Unnamed. Tomcat Server, значит, это путь к серверу. Вот. Конфигурация, он показывает C, Program Files, Apache Tomcat. Окей. Мы здесь, в принципе, ничего не меняем. Единственное, можно поменять вот контекст path. То есть здесь можете любое имя задать, которое вам нравится. Вот, порт я бы тоже оставил. Окей, применяем и запускаем. Если у нас никаких ошибок нету, то у нас будет такой сплошной текст. Если будет ошибка, то пишите в комментариях, я попытаюсь вам помочь. Открываем браузер. Мы пока что видим приветствие Hello World, потому что у нас мэппинг до сервлета работает. Теперь нам надо прописать game. И у нас текст, у меня браузер автоматически перевел. Привет, это текст из сервлета. Все получилось. Спасибо за внимание. Пишите, если есть какие-то вопросы в комментарии. И мы сейчас же переходим к следующему видео, где мы будем нашу мини-RPG игру уже переводить в веб-приложение. Немного дополнительного контента за кадром. У вас могут возникнуть проблемы в конфигурации. Вот. Если она возникла, то здесь вам нужно прописать вручную путь к вашему Apache Tomcat. Он находится по адресу диск C, Program Files, Apache.org Tomcat. Заходите в него, там будет папочка lib, и здесь будет выдаваться ошибка, что ему нужен файл Catalina jar. Вот. Если вы здесь это введете, тогда все у вас будет работать. Вторая ошибка, которая может выдавать, она может возникать здесь, что этот порт уже занят. Это значит, что Tomcat у вас, когда при установке его не нажали, что его не надо стартовать, он у вас стартует и уже занял, так сказать, сам. Может такое быть, какой-то конфликт. Тогда вам нужно просто убить этот процесс. Как это делается в Windows? Вы просто делаете следующую команду netstat-ano find string 8080. Он вам показывает номер этого процесса, и вы пишете taskkill, и вот этот номер процесса вбиваете сюда. И у вас тогда закрывается ваш Tomcat. Спасибо за внимание, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.